с хрящиками, без хрящиков. Любые ребрышки по этому рецепту будут очень вкусные. Посмотрите, какая красота. Сочнейшие. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие запеченные свиные ребрышки. Здесь у меня 1 килограмм свиных ребрышек, и для начала я сниму пленку. Это нужно для того, чтобы при запекании лента из ребрышек не деформировалась и сохраняла свою форму. Также лучше сюда будут проходить и специи, и глазурь. Легче держать пленку бумажным полотенцем, потому что рука соскальзывает, так как пленка сама по себе очень скользкая. Она у меня здесь, посмотрите, совсем молоденькая и очень-очень тоненькая. Я буду запекать ребра в аэрогриле. Можно это сделать в духовке, тогда вы можете оставить целую ленту ребер. Я же разрежу пополам, чтобы они поместились в аэрогриль. Смазываем ребра небольшим количеством растительного масла с обеих сторон. Это для того, чтобы на них лучше формировалась корочка при запекании. Теперь мясо солим по вкусу с обеих сторон. Я сначала солю с одной стороны. И теперь черный молотый перец. Немножко вот так вот массирую, чтобы специи остались на мясе, прилипли. Переворачиваем, солим и перчим с другой стороны. Теперь выкладываю мясо в чашу аэрогриля или же можете выкладывать на противень духовки. И ставим выпекаться до красивой румяной корочки. Нам сейчас нужно именно подзолотить мясо, а не приготовить его до готовности. Я буду подзолачивать при температуре 220 градусов где-то 15 минут. Ориентируйтесь по внешнему виду мяса. В духовке на это вам понадобится чуть больше времени, смотрите по своей духовке. И пока у нас ребра запекаются, приготовим ингредиенты для соуса. Немножко петрушки. Также измельчаем любым удобным способом 2 зубчика чеснока. Или берите чеснок по вкусу, можно больше, можно меньше. Смешиваем 1 столовую ложку горчицы в зернах и половину чайной ложки меда. Меда можете добавить чуть больше, если у вас не кисло-сладкая горчица. У меня горчица кисло-сладкая, поэтому добавляю немного меда. Теперь добавляю сюда чеснок, петрушку. И все это перемешиваем. Вот такая у нас с вами получается намазка. Сюда, кстати, можно добавить еще немножко растительного масла, чтобы она была более податливой и легче распределялась. Посмотрите, как прекрасно запеклось мясо. И теперь, чтобы оно отходило от кости, нужно его еще потомить в фольге. Заворачиваем в фольгу и снова ставим или в духовку, или в аэрогриль, но уже уменьшаем температуру до 120 градусов и ориентируемся сначала на 40 минут. Если у вас мясо молодое, ребра молодые, то уже через 40 минут должно появиться первое отхождение ребер от мяса. Если же нужно, то увеличьте время, подольше потомите, чтобы мясо было мягчайшее и хорошо отходило от ребер. Я снова все буду делать в аэрогриле, потому что так проще и быстрее. Еще раз напомню, 120 градусов, сначала 40 минут, потом, если нужно, увеличьте еще время. И вот посмотрите, какие красивейшие ребра получились. Я их томила 1 час при температуре 120 градусов в фольге. Теперь смазываем ребрышки нашей ароматнейшей пастой. Это очень вкусно пахнет. Посмотрите, какая красота. Смазываем с обеих сторон. Сейчас сначала одну сторону. Я достала ребрышки из фольги, чтобы показать вам, какие они, и чтобы было красивее снимать, как я выкладываю этот соус ароматнейший. Я уже не могу разговаривать, потому что хочется быстрее лакомиться этой вкуснятиной. Переворачиваем на другую сторону и тоже смазываем с этой стороны. Но вы из фольги можете не доставать, а все сделать на фольге. Я снова кладу на фольгу, все упаковываю.
Кладу ребра в аэрогриль, но теперь уже не буду включать его, а просто дам его в теплом месте, то есть не ему, а ребрышкам постоять хотя бы 5-10 минут, чтобы они хорошо пропитались чесноком, горчицей и петрушкой. И посмотрите, какая красота здесь у нас готова. Ребрышки протомились, они так вкусно пахнут и так аппетитно выглядят. Просто объедение, вы только посмотрите. Но этот аромат вам нужно приготовить и почувствовать его самостоятельно. Теперь давайте нарежем на отдельные ребрышки. Дело в том, что у меня здесь, посмотрите, сколько хрящиков, но я их очень люблю, поэтому для меня это плюс. Вы же выбирайте те ребрышки, которые больше вам нравятся, с хрящиками, без хрящиков. Любые ребрышки по этому рецепту будут очень вкусные. Посмотрите, какая красота. Сочнейшие. Посмотрите, сколько сока. Можно томить их дольше, тогда у вас косточки прям будут вылазить из ребрышек. Ну а я приготовила так, что можно еще немножко погрызть. Очень вкусно, обязательно попробуйте с таким маринадом, он такой свежий, легкий, по-настоящему весенний, летний рецепт, при этом не чеснок и петрушка, горчица, мед, вы можете немножко больше меда добавить, если хотите, чтобы было прям такое остро, сладко, пряное. Я добавила по минимуму, потому что не хотела, чтобы мясо было сладким. Приготовьте, это очень вкусно. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.